5. Пятая глава, 1 Коринфянам. And I think we had finished talking about this part of it. И вот, если я не ошибаюсь, то you are saying we No, finished what? that slide? This is what we finished А мы with все разве? last Ну да, this точно. week. Yeah, that's right. Ладно, вот это все. Ну и хорошо. Paul has told the church there that their response to this situation was not right. Павел говорит о том, что реакция на ситуацию, сложившуюся, была совсем неправильной. They should have been very sorry for what was Они going должны on, были жалеть о том, что происходит. and they should have removed this man from their И presence. должны были этого человека исключить из своего присутствия. Instead, they are proud. Вместо этого они гордятся. They're probably proud of their tolerance and their forgiveness. Гордятся, скорее всего, своей терпимостью и своей способностью прощать. So, the next section talks about Paul's response. Paul's response. Следующая часть говорит об реакции Павла. So, Anush, пожалуйста, verses 3 through 5. Still chapter 5, right? С 3 по 5 стихи. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшее такое дело в собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнеможение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Okay. His response is, remove the man from your presence. Итак, его реакция – это человека нужно удалить из присутствия святых. He makes a judgment on this. The judgment is that this is wrong. И он высказывает свое суждение, оно заключается в том, что эта ситуация неправильная. His judgment was based probably on information that he gained from Stephanus and Fortunatus. И его суждение, оно основано на той информации, которую он получил от Стефана и Фортуната. And Achaicus. И Ахаика. Because they're the ones that brought him the letter from the Corinthians. Потому как это как раз те люди, которые принесли ему это письмо. This is in chapter 16, verse 18. Об этом мы узнаем из 16 главы 18 стиха. Okay, and this is irrefutable evidence. То есть это вот неопровержимые доказательства. There's no question about what's going on here. И да, Хайк все-таки. И в общем нет даже сомнений в том, что там происходит. Because they are proud of it. Потому что они этим гордятся. So everyone knows already. Получается, что все уже в курсе. We are past the Matthew 18 stage. Что вот как бы what? We're past the Matthew 18 stage. Everyone knows that we passed the Matthew 18 stage. No, that this situation has gone past the Matthew 18 stage. Но эта ситуация, в общем-то, как бы она уже заходит за Матфея 18 главу. There's no need for one brother to go to that brother. Все, я поняла суть. То есть нет уже смысла идти одному брату к другому брату. There's no need for them to take a second brother. Нет уже смысла брать третьего брата с собой. The man has already, he is living in rebellion. То есть этот человек вот уже живет в противостоянии. And everybody knows it. И все об этом знают. And they're proud of it. Они гордятся They're этим. proud of Они themselves. гордятся собой. So, the judgment is appropriate in this situation. Поэтому суждение или осуждение в этой ситуации как раз является очень уместным. So, his decision is that they should remove the man. И вот он решает, что они должны лишить общения этого человека. The authority that he uses И власть, которой он пользуется, is the authority of Christ, and he appeals to his apostolic это authority. власть Христа, но и апостольская его. Usually in this letter, Paul will make a loving appeal, and then
he says, if you don't respond to that, I will use my apostolic authority. Зачастую Павел вот с любовью обращается к людям, которым пишет, а потом говорит, что ну вот если вы не послушаете моего увещевания, тогда я воспользуюсь своей апостольской властью. But in this situation, he skips over the loving appeal and goes directly to his apostolic authority. Но вот в этой ситуации он полностью пропускает свое вот обращение с любовью и сразу прибегает к своей апостольской власти. So how should it be done? И как же это делать? The whole body should be together Во-первых, должно быть общее собрание церкви, and deliver the man over to Satan. и этого человека нужно предать сатане. Matthew 18 talks about if the brother doesn't repent, you take a second brother. If that doesn't work, then you take it before the whole church. В Матфея 18 главе процесс, который описывается, что если брат не кается, то возьми второго брата, пойдите пообщайтесь, если нет, тогда уже перед церковью. So this man is to be surrendered to Satan. Но вот в этой ситуации мы видим, что человека сразу предают сатане. Their decision doesn't place him in Satan's control. He's already in Satan's То есть control. вот их решение не отдает их сатане вот именно с этого момента, потому что он по большому счету сам себя уже давно отдал сатане. When they make this statement or when they take this action, Когда они высказывают это утверждение или когда это действие воспроизводят, they're saying the man has gone Satan's way, они говорят фактически, что этот человек обратился к делам сатаны. and we recognize it. И мы это признаем, мы это видим. So, turn over to 1 Timothy 1:20. Давайте откроем 1 Тимофея 1:20. See if that has something to help with. Read that verse. Таковы и Менее, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. So what is the reason for turning Hymenaeus and Alexander over? И вот какая была причина предания Александра и Менея сатане? Зачем это спецоперации? Спасибо. What is the reason given here for turning Hymenaeus and Так Alexander? какая причина вот и Менея, и Александра предавать сатане? По какой причине? Well, they were blaspheming. Okay, that's their action that precipitated this handing over. Но это то действие, которое привело именно к тому, что их предали сатане. What is the goal? А цель какая? Отучить их богохульничать. So that they would stop blaspheming, or Okay. learn to not blaspheme. So that they would learn. Для того, чтобы они научились. The reason to turn them over was so that they would learn something. Причина в том, чтобы их предавать сатане, вот в том, чтобы они для себя что-то вынесли. In our text, what is the reason for turning this man over? В in нашем Corinth? тексте, какой смысл было предавать этого человека сатане? Вознеможение плоти. Well, I don't know what it says in English, but like for exhaustion of flesh. Чтобы Yes, дух был спасен. for the destruction of the flesh is the way the English text reads. Ну а потом, после Чтобы дух этого, был спасен. for his spirit to be saved in the Right. day of the Lord. So is our goal to be mean to that person? То есть цель в том, чтобы просто вот как-то со злостью отнестись к этому человеку или обозлиться на него. No. Не, исправить. To correct him. It's to correct him, his ultimate salvation. Да, чтобы исправить его, чтобы его вот будущее спасение So было все еще его. the way I understand this expression, the destruction of the И flesh, вот насколько я понимаю это выражение, то есть вознеможение плоти, is so that he would understand what his fleshly desires and lusts have brought him to. я так думаю, что для того, чтобы он понял для себя и уяснил вообще, к чему привели его вот эти вот его плотские желания. Okay? When should this be done? И
Никогда необходимо отлучать. First of all, when the action is clear, a clear violation of God's will. Во-первых, когда греховный поступок является очевидным нарушением Божьей воли. For a man to be living with his stepmother. То есть человек вот в этой ситуации живет со своей мачехой. Is that clearly outside the will of God? Достаточно ли понятно, что вот этот поступок является вне воли Божьей? А это по Ветхому Завету он нарушил закон? Well, did he cross the law according to the Old Testament or to the New Testament? He crossed the law even of the Gentiles. Но он на самом деле нарушил закон даже язычников. Не, ну а по Библии просто стих. Well, and if you just like take Bible, what verse does it say that you cannot live with your stepmother? You'd have to go back to Leviticus. Левитам. And Там Ветхий Numbers. Завет, да? Левит. Ну да, да. Нет, это переведим. Is it Old Testament? Левит? Yes. I don't have the passage in mind. Вот конкретно там какой-то отрывок я сейчас не скажу. Let me see if I've got a cross-reference. Try Leviticus 18:8. Левитам 18:8, давайте посмотрим. Read that. Сейчас. 18:8. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Okay, what did that say? Well, that you should not be living with your stepmother, basically. Okay. Try Deuteronomy 22:30. Второзаконие 22:3. 22:3. 22:30. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Походу, это какая-то распространенная практика была, если часто говорить. How about Deuteronomy 27:20? Deuteronomy? Второзаконие 27:20. Проклят, кто ляжет женой отца своего, ибо он открыл край одежды отца своего, и весь народ скажет аминь. Но это же Ветхий Завет. But this is an Old Testament. Должны ли мы все законы Ветхого Завета So, исполнять? should we be obeying all the laws А of как the же Old обрезание? Testament? What about circumcision then? Бог говорит вовеки и другие законы хорошие. Ну, то есть, как бы God- я наоборот, God чтобы says исполнялось это все. That, yeah, well, there are some other laws that are really good, and you Не know, убивали, там, не I'm all ложились for с кем ни попадя, да, там. using all those laws because, you know, No. like not killing, not sleeping around with people, it's all good laws. То есть Павел не отрицает Ветхий Завет, So я так Paul does понимаю. not Моисеев закон. reject Mosaic law, right? Right. Go down to chapter 6, verse 9. 6 глава, 9 стих, Corinthians, Corinthians, 1 Corinthians. 1 Коринфянам. Read that. И ныне знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники. Царство Божие не наследует. Не буду, я абсолютно согласен с этим. I agree with all of that. Но это Новый Завет или Ветхий But Завет? is this New Testament or Old Testament? This is the New Testament. Ну вот это вот. То Новый есть Завет. это законы Нового But he's Завета. not So appealing. those are the laws of New Testament. Yes, he's not appealing to the Old Testament here. То есть он здесь прибегает не к Ветхому Завету. He's saying, don't you know? Он говорит, разве вы не знаете? А That's зачем же вы приводите Ветхий Завет? And why did, well, when I asked, why did you refer to the Old Testament then? because it clearly defines what incest is. Просто в Ветхом Завете конкретно прописано, что такое инцест. And it clearly identifies this as against God's will. И конкретно говорится о том, что это против воли Божьей. So, this should not be a matter of opinion. То есть это It не should be a вопрос, it should be evident that the violation is что there. касается отлучения. То есть это не должно быть вопросом о мнении. То есть конкретно должно быть видно, что вот человек нарушил что-то. When that person's guilt is unquestioned, Когда вина человека не вызывает сомнений.
that's why in Matthew 18, И поэтому в 18 главе Матфея you confront a brother or sister directly, face to face. говорится о том, что нужно лицом к лицу обратиться к брату или к сестре согрешающим. And if they don't repent, you И bring вот a только witness. тогда, когда они не каются, тогда можно привести свидетеля. Because sometimes your confrontation of that person might be a matter of opinion. Потому что иногда бывает так, что вот наше как бы, противостояние человеку может быть результатом нашего мнения. And that witness might hear the other side of the story А вот этот свидетель, рассмотрев другую сторону истории, and say, he's not wrong, you are. может сказать, что ты не он не прав, ты не прав. But if two of you go and there's two witnesses, then you can go to the church. И вот если вы вдвоем, то есть вы согласны в том, что человек не прав, и у вас есть свидетели, тогда вы можете обратиться к церкви. Because this doesn't happen if there's any question about that person's guilt. Потому что вот все остальные этапы не происходят, если есть сомнения в вине человека. It should be done when there is when it's a matter of rebellion. То есть такие заходы, такие, как это называется на русском? Меры, да, нужно предпринимать только тогда, когда вот нет сомнений в вине человека. It's not a matter of a person being weak. Это не вопрос того, что человек просто слаб, оступился. Suppose you have an alcoholic in the Вот congregation. представьте себе, что у вас в общину стал ходить алкоголик. They stay dry for Человек month and month and month. долго не пьет, месяцами не пьет. Some kind of stress comes in their Вот life, какой-то стресс происходит в жизни, and they go back to the drink. и человек снова начинает пить. But then they stop drinking. Потом снова перестает. That person is not rebellious. То He's есть weak. этот человек, он не восстает против закона Божьего, просто он слаб. He needs to be nurtured, helped, Ему нужно prayed for, помогать, за него нужно молиться, его нужно поддерживать, not expelled. а не исключать. Well, how do you help him? You stay with him. You Быть give him рядом your с phone number человеком, so то that есть дать if he's tempted, he номер can телефона call свой, сказать, что вот если у тебя будет искушение выпить, позвони мне. you. Вместе выйти. So if you call him, you can share the drink with him. Yeah. We withdraw from you. Нет. От вас мы отделились. So it's a matter of rebellion, not weakness. And То есть sometimes это that's hard момент to tell the восстания, difference. а не вопрос немощи. И иногда очень сложно это различить. And so sometimes it takes some patience И вот поэтому иногда нужно применять очень много терпения. and time before you know if it's rebellion. И много времени на то, чтобы увидеть, вот человек восстает или просто оступился. And that's why you use witnesses and you take them to the church. И поэтому вот нужно, есть свидетели, поэтому со свидетелями можно прийти в церковь. Because it shouldn't be based on your opinion only. Потому что вот, какое-то исключение человека не должно основываться исключительно на вашем мнении. Matthew 18, it should be it should be when a person wants to remain in the body. И вот в Матфея 18 главе все это, обо всем этом говорится в том случае, если человек в принципе хочет быть частью тела. When a person gets into sin and leaves the body, Когда человек грешит и уходит из тела, to expel them as after the fact, after they have left, makes no difference. исключать или лишать общения человека после того, как он все равно ушел, смысла в принципе нет, ничего не меняется. We'll see verse 11 later. Мы с вами 11 стих увидим немножечко позже. And you do it after you have gone through the Matthew 18 process, И все это делается после того, как сделано то, о чем говорится в Матфея 18 главе. unless, as in this case, it's already evident, it's already clear, it's already rebellion. То есть, если вот как в этом случае это не является чем-то вот и так очевидным, то есть ты конкретно, четко видишь, что человек восстал. And what is that Matthew 18 process? А вот какой процесс описан в Матфея 18 главе?
You alone, face Сначала to ты face. один на один, 2 or 3 brothers потом or 2-3 sisters, брата или сестры, and then the whole church. ну а потом вся церковь. Okay? So, why do you do this? Зачем так делать? Did I miss something? No, unless you have something else. What does that say? Reaction of Paul. Did you already read Well, that? yeah, that looks like the same slide. What was that? Желтенького не было. Oh, go back. Those 2 points, last Oh. ones. So why did deprive person of fellowship? Oh, For his okay. salvation and for the purity of body. For, yes, destruction of the flesh, we've talked about. И зачем это делается? Ради его спасения и ради, ну вот, как мы говорили, здесь написано, для растления, для изнеможения плоти. The second reason there is to cleanse the body. Но вторая причина для того, чтобы очистить тело. Not his body, Не его the тело, Lord's body. а тело Божье. Now you want his body to be clean too. Мы, конечно же, хотим, чтобы и тело брата было чисто. So now we're going to talk about the body. Но давайте немного поговорим все-таки о теле. So, Leah, пожалуйста, verses 6 through 8. С 6 по 8. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тело? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть молодым тестом, так как вы без кваса. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, не закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Okay? So now we're going to talk about the corrupted body. И вот сейчас я бы хотела поговорить немного об распыленном теле. We've already talked about the fact that their tolerance is intolerable. И мы уже с вами говорили о том, что вот их терпимость является неприемлемой. They should not be this tolerant. То есть они не должны вот такую терпимость проявлять. There's pride probably in their tolerance. И вот скорее всего, что их гордыня является причиной их терпимости. What is the proper attitude? Но какое должно быть правильное отношение? We've already talked about the mourning Мы об этом говорили уже утром. and the expulsion. Paul's going to repeat this. И вот Павел снова повторит это. Their attitude should be the same as the attitude of the Jewish people at Passover. Их отношение должно быть таким же, как отношение иудеев в день Пасхи. And he's going to use the He's going to use the Passover as an example И вот он будет использовать Пасху как пример. Все? Все? Okay. He's going to use the Passover as an example. Он будет пользоваться Пасхой как примером. And he says, И он говорит, do you not know? разве вы не знаете? And that implies, anytime he says that Каждый раз, implies когда он that they такое should говорит, know. это подразумевает, что они должны были знать. Probably because of something he's already taught them, Может быть, из-за того, что он уже им рассказывал или говорил. or from their reading of the Old Ну Testament. или из их прочтения Ветхого Завета. And I'm going to do a comparison here. It's a chart. Anytime I do a chart like this, И вот я бы хотела провести сравнение здесь в форме таблицы. Вот каждый раз, когда я такую таблицу представляю вам, the first slide lets you know how many points we're going to make. то
есть вот первый слайд говорит вам, сколько пунктов, в смысле, сколько баллов вы заработаете. So in this particular chart, Ой, извините, простите. То есть вот эта таблица говорит, сколько всего пунктов будет в таблице. there's two topics. On the one side is what happens at the Passover. Отражается две темы. Во-первых, что происходит во время Пасхи. As an example to the body and how they should act, which is on the right side. И по сравнению с тем, вот, с телом, и как они должны поступать, And вот это с правой стороны у нас. Paul will make 5 points И from this. Павел 5 пунктов указывает, исходя из этого. So, Leah read that. Okay. So, the first point is that leaven leavens the whole lump. И вот первый пункт, это закваска квасит все. And the point he's making here is that if you tolerate this sin, it will corrupt the whole body. То есть вот здесь он говорит о чем, что если вы будете терпеливо относиться к этому греху, то это извратит все тело. It's not just a matter of this individual who is corrupted. Здесь не вопрос вот конкретного человека, который извращенный и развращенный. His corruption corrupts the whole body. Его развращение извращает все тело. When the people came into the promised land and they went against Ai, what happened? Когда люди зашли, то есть пошли в землю обетованную, когда они Against Ai. Achan. И пошли против Ахана? Грех Ахава. Нет. Not Aaron. Where is that? Yeah. Where is that in the scripture? Let me see it. It's in Joshua. Это Иисус Навин. Сейчас просто посмотрим, кто, потому что... Ахава. Это когда он взял в стан награбленный и спрятал. Chapter 7, Achan. 7 глава. Verse Да, 1. Ахан. Окей. Okay, what happened when they went against Ai? Так вот, когда они противостали Ахану, что произошло? Потерпел народ поражение. Well, the whole nation suffered. They lost that battle. То есть они проиграли эту битву. It's the only battle they lost. И это единственная битва, которую они проиграли. Why? Почему? Потому что у Ахама было Because заклано. AI had something that he hid. Something was cursed, but he still wanted to keep it. Okay. He corrupted the whole nation. То есть вот он извратил или разлил всю нацию, всех людей. And 30 innocent people died. И 30 невинных людей погибли. So, Paul's point, the leaven leavens the whole lump. И вот смысл того, что говорит Павел, в том, что закваска, даже малая, квасит все тело. He says, clean out the leaven. И он говорит, очистите закваску. That's what they did before Passover. И вот это то, что они делали до Пасхи. Leaven is a symbol of corruption. И закваска это был символом или образом растления, извращения. On the night of Passover, В вечер Пасхи they cleaned out all the leaven они очищали всю закваску and they made bread that had no leaven. и пекли хлеб, в котором не было закваски. And it's like a cracker. Вот как крекеры. But it's travel bread. Но это вот тот хлеб, который брали в свое путешествие. Bread with leaven in it Потому что если в хлебе есть закваска, gets yeast on it quickly. Да. And mold. то он очень быстро плесень на себе развивает. Это It's я puffy, знаю. it doesn't travel well. Он мягкий, то есть и он не очень хорошо переносит путешествие. Bread without leaven travels well. А вот если в хлебе нет закваски, то он, может быть, этот хлеб очень долго может храниться. So when they made this bread without leaven, И то есть, когда они делали хлеб без закваски, before they were delivered, до своего спасения, it was a sign of faith. это был признак их веры.
we're going on a trip. что завтра мы выходим в путешествие. Didn't know how, Они не знали как, didn't know how God was going to do this, but we они are не going on a понимали, trip. как Господь это сделает, но они для себя говорили, что мы пойдем вот в это путешествие. So every year after that, they would И каждый reenact год this. после этого они снова воспроизводили вот все это. They cleaned out all the leaven Они очищали всю yeast закваску from their homes из своих домов and made unleavened bread. и бездрожжевой хлеб пекли. So the point that he's making for Christians И вот то, что он пытается сказать христианам, is that you need to get rid of the leaven, which is the sinner. это то, что нужно избавиться от вот этой закваски, то есть от грешника. Then you can have a new lump, an unleavened lump. И вот тогда вы сможете получить вот новое тесто бесквасное. And having done that on the side where the church, the body, you have now a purified body. И вот если вы это сделаете, то тогда тело ваше, тело церковное, будет очищено. In the Old Testament, the Passover was sacrificed, the lamb was sacrificed after the leaven had been removed from people's homes. И вот в Ветхом Завете пасхальный агнец был заклан после того, когда вся закваска была выметена и вычищена из домов. Here, on the side of the Christians, our lamb has already been sacrificed. Вот здесь, что касается христиан, мы видим, что наш агнец уже был заклан. So for them to tolerate this man in their presence И поэтому то, что они терпят вот такого человека у себя в собрании, would be like the Jews sacrificing the sacrificial lamb without having removed the leaven. это то же самое, как если бы евреи заклали, убили агнца пасхального без того, чтобы очистить дом от закваски. Our body, the body of the Lord, Наше тело, тело Господа, stands clean because of Jesus' sacrifice. остается чистым из-за жертвы Христа. So to allow the world to creep back in И вот разрешить миру снова забраться в нас, becomes a lie. это уже становится ложью. The fifth point he makes is that they celebrate, there's a celebration of their deliverance after the cleansing. И вот пятый пункт – это праздник избавления. То есть они отмечают свое избавление после очищения. Verse 8, let us celebrate the feast. И 8 стих. «Посему станем праздновать». We should be celebrating our deliverance from Satan. Мы также должны праздновать свое освобождение от сатаны. He's saying to the Corinthians, you Он can говорит celebrate Коринфянам, your deliverance Вы можете праздновать и отмечать свое избавление after you have cleansed the body. после очищения. Until then, there should be mourning. А до этого момента вы должны скорбеть. Does that chart help you understand what the comparison he's Вот making? из таблицы понятнее вообще, какое сравнение он приводит. Okay. Sue? In verse 8, he says we can celebrate with new leaven, with the leaven of sincerity and truth. И вот он говорит, что посему станем праздновать не со старой закваской, но закваской, не закваской порокой лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Okay. So the principle he expands, he applies this principle. То есть вот принцип, который он здесь применяет и говорит. So, Юрий, пожалуйста, 9 through 13. Давайте с 9 по 13 стихи прочитаем, Юрий. Да, я слышу. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идослужителями, иначе надлежало бы вам выйти из мира сего.
Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихаимцем, идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. So he's going to expand this principle to their actions, what they should be doing. И вот он этот принцип распространит на их действия, то есть то, чем они должны заниматься, что они должны делать. Do not associate with corruption. Не сообщайтесь с развращенными. Then he's going to offer some clarification. Ну и далее он пояснение приведет. Those outside the body, С внешними. you should be, it's okay to associate with them because it's expected that they will be unrighteous. То есть со внешними, теми, кто не является частью тела, вы, конечно же, можете общаться, потому что это априори понятно, что человек не будет праведным, если он не в теле. And how can you be light in a dark world? И как можно быть светом в мире тьмы? And how can you be salt Или как можно быть солью, if you're not in the world associating with people? если вы не в мире, если вы не сообщаетесь с людьми? This kind of speaks a bit against the idea of the monastic view. Going into a monastery. То есть это вот противоречит, как бы, вот этот трек противоречит нашему взгляду на монастыри, то есть вот, монастырский образ жизни. We have to be in contact with people in the world Мы должны сообщаться с людьми в if we're мире, going to affect the world. если хотим повлиять на мир. Those he's talking about inside the body, Но он говорит о том, что внутри тела, those who are clearly rebellious. а те, кто открыто противостоят и восстают. Those persons are supposed to be rejected. То есть таких людей нужно отвергать. And he gives a list. И вот он список приводит. He says people who are immoral, which С блудниками, usually involves sexual что immorality. подразумевает под собой сексуальную безнравственность. Those who are covetous, Алчных, those who are idolaters, идолослужителей, drunkard or revilers rather. злоречивых. The word here is loideros, Здесь слово лойдерос, a person who uses harsh and abusive language and Человек. foul language. который пользуется языком грубым и языком ненормативным. Drunkard Пьяницы and swindler. и хищники. What would the last one be? Swindler would be someone who is involved in dishonest business practices. А вот хищники это те люди, которые являются частью нечестных бизнес-схем. Аферист. I'll give you an example. Работорговцы. Работорговцы. Well, some time ago we were explaining that those people, the swindlers, were the ones that were selling slaves. Selling slaves. I don't, if they sold them dishonestly, Если нечестно продавали рабов, А если честно, то нормально. and if they were just selling slaves, then they would be okay people. well, Paul never does really speak against slavery in itself. He Но вот talks Павел about на the самом деле abuses. никогда не говорит против рабства. Он говорит о том, что, о плохом отношении к рабам. Slavery was a fact of life in their day. Просто в их жизни, вот в их бытности, это было частью жизни. The problem with slavery is that people don't know how to deal with power. Проблема рабства в том, что люди просто не умеют пользоваться властью. And they also don't know how to deal with subjection. И они также не умеют подчиняться. And those are the things that Paul talks И вот to. об этом говорит Павел. A swindler, I'll give you an example. А вот from our хищников, что life. касается вот хищников, то я пример приведу из нашей жизни. When we first moved to the city where we are, Когда мы только переехали в тот город, где сейчас живем, there was a man that came to us and said, I know that you're an architect, perhaps you can help me.
К нам подошел человек, он говорит, я знаю, что ты архитектором работаешь, то есть, может, ты мне поможешь. Something got messed up in my payments on my house. Ну вот у меня что-то, payments is like utility payment? No, payments on mortgage payments. Ага, то есть вот что-то у меня там не срастается, что касается выплаты кредита за дом. And a portion of mortgage payment goes toward paying taxes and insurance. То есть вот часть вот этой выплаты кредита, она идет на то, чтобы покрыть там какие-то налоги и покрыть страховку. And that, he said that portion for some reason didn't get paid. И он говорит, я не знаю почему, но вот эта часть как бы не была выплачена. And the taxes are due. То есть вот у меня есть налоги, которые нужно выплачивать. And I don't have the money. А у меня нет денег. Can you help me? Помоги мне, пожалуйста. And we were not in very good shape at that time Мы financially. тогда, вот что касается финансовой стороны, были как бы не в состоянии. But I gave the man some money. Но я все равно дал этому человеку деньги. And turned out later that he was cheating on his wife. Потом вот мы выяснили, что этот человек изменял своей жене. And he used the money to go to another city. И вот деньги эти использовал на то, чтобы ездить в другой город. And he had done the same thing with other people in the church. И вот то же самое, также он как бы относился к другим людям в церкви. То есть он то же самое схему вот эту прорабатывал с другими. And I thought he was a trustworthy man. He was a deacon in the church. И я думала, что он был человеком, которому можно доверять. То есть он был диаконом в церкви. That's a swindler. То есть вот это хищник. A person who tries to get your things by telling you some story. То есть человек, который пытается у тебя чего-то выудить, рассказывая какую-то плаксивую историю. А что если этот человек не является моим кровным братом, но также братом по вере? И что, и ограничить общение только внутри церкви, а не ограничить полностью общение? Well, what if we're talking about depriving person of fellowship, and so what if that person is like my blood brother, like in my family, and then do I limit fellowship with him in the setting of church or in life as well? Well, write this down and I'll talk to you about that. Вы сейчас запишите вот это, а я как раз отвечу на вопросы. This is not a complete list. He's going to give another list later in То chapter есть это 6. не полный список, вот полный список он еще допишет в 6 главе. Before I answer Sergey's Вот перед question, тем, как я отвечу на вопрос Сергея, I want to back up to verse 11. я хочу вернуться к 11 стиху. In my text it says, but actually I wrote to you not to associate with any so-called brother. У меня говорится, но я писал вам не сообщаться с тем, кто называясь братом. Okay, is there a similar expression? It is. It's like do not associate with one who, while calling himself a brother, does all those things. Okay. This is the verse from which I get the idea И это тот стих, из которого я понимаю, that this is someone who is openly rebellious, что это некто, кто открыто восстает, but wants to remain in the body and be looked upon as a fellow brother or sister. при этом хочет оставаться в церкви, в теле и хочет, чтобы его рассматривали как брата или сестру. He is not a brother, he is a so-called brother. То есть он не брат, он который называет себя братом. If you confront someone with their sin, То есть если вы человеку говорите о его грехе, and they remove themselves from the body, и вот они сами отходят от тела, then there is no impact for the church to remove them. то нет смысла церкви их исключать из церкви. They have already taken То themselves есть они out. сами себя уже исключили. I have a brother that disagrees with me about this and thinks that you should mark those brothers. Но вот есть брат у меня, который не согласен со мной, говорит, что нужно этих братьев все равно отмечать. But as I read, the only ones that you mark are the ones that are identified as false teachers.
And then, what do you mean by the teamwork? That you make a public statement about that Ну, то есть person. вот об этих братьях нужно публично говорить перед церковью. И вот я думаю, что, из того, что я читаю, мне кажется, что единственное, о ком нужно вот публично говорить, это те, кто является лжеучителями. В этом случае, то есть если человек сам ушел. If this person wants to stay in the body, Если человек хочет оставаться в теле, then there needs to be some kind of action taken. то все равно нужно какие-то действия предпринимать. Okay, let's go to Sergey's question. Но давайте все-таки на вопрос Сергея ответим. The text says, do not even remove them. I mean, eat with them. В тексте говорится, что с такими даже не есть вместе. I had a brother when we lived in Lubbock. У меня был брат, когда мы жили в Texas. Лабоке, в Техасе. I had a brother who was a deacon, Брат, который был диаконом. and his wife had a relationship with a man outside the church. А вот, его жена встречалась с человеком вне церкви. Some people went to her and talked to her, И вот люди с ней общались. and she said, "You just leave me alone. I'm going to do this. I'm Поговорили with this с ней, guy. и вот I так. don't want to be with my husband." И она говорит, что оставьте меня в покое. Я вот с этим человеком, я не хочу жить с мужем. And so a public appeal was made to talk to her and see if someone couldn't get through to her. То есть вот потом попросили братьев и сестер церкви общаться с ней, может быть, кто-то все-таки ее вразумит. And after a couple of weeks, many people had gone to her and she slammed the door in their face. И вот через несколько недель, когда многие люди пытались с ней пообщаться, она просто вот, с грохотом закрывала дверь перед ними. And her, finally, the elders made the statement that we no longer recognize this lady as a member of this church. И вот через какое-то время братья и все братья объявили, что эта женщина больше не является сестрой нашего христиан. So there was no more relationship То with есть her более не было отношений с ней. from anyone in the church, Вот никто из церкви с ней не общался, including her daughter включая ее дочь, and her husband. муж. But she was very angry, Но она очень обозлилась. and it didn't touch her. И ее это как бы вообще не задело. It went on for maybe 2-3 months, Вот 2-3 месяца примерно все это длилось. and it came time for her birthday. Когда у нее был день рождения как раз, She got no cards from her то family, есть семья ей не прислала ни одной открытки, no presents, подарков, соответственно. no celebration, Не было празднования no семейного, meals. не было совместной еды. And this is a statement that she made. I finally woke up Она говорит, вот я наконец-то проснулась. when none of my family recognized my birthday. Когда никто из моей семьи даже не поздравил меня с днем рождения. She came forward and repented. И вот она пришла, она покаялась. They went through mission school, Они прошли через школу для миссионеров, moved to another part of the United States, переехали в другую часть Соединенных Штатов, and started a mission work. и вот там начали миссионерскую деятельность. So that's the good side of that story. То есть вот хорошая часть этой истории. It doesn't happen very often, Так не очень часто происходит. but sometimes the removal of fellowship of the closest Но вот иногда, когда перестают общаться даже самые близкие люди, of your friends and то family есть друзья, семья, has the biggest impact. и вот то это может повлиять больше всего. Does that answer your question, Понятно? Sarah? А если мама или родители не христиане, да, и вот они вот подвержены таким грехам, которых была эта женщина наказана, можно общаться? В смысле, они не христиане, такая. Ну да, но если бы эта женщина не была христианкой, да, то есть как бы детям можно было общаться, торт ей приносить, поздравлять с днем рождения. Тогда не было вопроса исключения из церкви, если она не христианка. Ну, спроси вопрос, можно было Well, общаться? I mean, if
this woman, like in your story, if she was non-Christian, could they come and bring her cake and greet her with birthday and all this kind of thing? Her children, her daughter. Ее же не отлучали. Домашний христиан. She's outside the То body. есть она в принципе не в теле. Это их желание. Хотят And that's probably up to them, like if they want to associate with mother like that or not. Right? Yeah, I mean, То есть, ну вот если бы они христиане, но не стали бы общаться с женщиной, да, то есть не христианкой, не было бы это как бы, ну, нехороший поступок как христиане, родителям. Well, if they are all Christian, the whole family is Christian, and mother that living like that is not Christian, and then on her birthday no one recognizes her at all, would that be like non-Christian thing to do? Just ignore a person and just pretend that well, person I doesn't think exist? so. Yeah. You think so? Yes, that would be a non-Christian thing to do, or you think so? That would be okay. I would think that would not help her to become a Christian. Но вот в этой ситуации тогда было бы наоборот, бы это было как-то не по-христиански вот так поступить, потому что это не помогло бы ей задуматься и стать христианкой. I think from what he's saying here, with those outside the body associated with him. Я так из того, что я понимаю из текста, то там говорится, что если человек не тело, то с ним нужно. If you behave in the way that you're talking about, like you didn't eat with them, you didn't fellowship them, you didn't give them Если вы cards, вели presents, себя вот так вот, как мы разговаривали, потому что там вместе не едите, вы не даете подарки, там, не присылаете открытки. that would look down on Christianity. То есть вот тогда это со стороны христианства, это как бы если со стороны смотреть христианства, то это очень странно выглядело. Ну, то есть, если эта женщина обиделась и сказала, все, я больше не христианка, к ней бы продолжили, ну, общение. So hypothetical Нормально. situation, if that lady before she left and before she just moved in with this other guy, she just said, well, I don't consider myself to be Christian anymore. Then for her birthday, her kids had to send her cards and greetings and everything like that. Ну, она же не христианка. Because technically she announced herself to not be Довели Christian. человека, что он уже отказался от христианства. To me, that would be, if my children did that, then I would talk to them as much as I could. То есть если мои дети так поступили, я бы с ними общался, насколько я могу. And if they continued down that И path, вот если бы они продолжали утверждать, что они не христиане, I would not fellowship them. тогда бы я перестал с ними. Because all of my children are Christians. У меня все дети христиане. They have all been baptized into Все the были Lord. крещены в Господа. And so, for me И поэтому to see them move away from то есть мне, Christ, когда вот видишь, что они отходят, допустим, от Христа, in my mind, puts them in the same position that this man in chapter 5 is. вот в моем представлении они приравниваются к человеку, о котором мы говорили в 5 главе. And I would hope that my removal of my fellowship from them Я хочу надеяться, что если бы я перестал с ними общаться, would cause them to wake up. то они бы все-таки проснулись и пришли в себя. Maybe it would, maybe it wouldn't. Может быть, так бы произошло, может быть, нет. Такой двойной стандарт. So it's like a double standard, don't you think? Double standard? No. Well, no, but it's like, honestly, that kind of feels like it. So as long as you're not Christian, we're going to be Я рад, so что я nice to you христианин, но and иногда kind to кажется, you. как хорошо быть не христианином. But if you're a Christian, but I'm going away, это you're такой- going to just ignore me. надеюсь. So it just, Yes, well, in a sense, it is a double standard в каком-то because смысле, да, это двойной стандарт. that's two different Потому что situations. ситуации две разные. The person who has never been a То есть человек, Christian который вообще никогда не был христианином, has never enjoyed or experienced никогда вот не почувствовал на себе or come to know something и никогда вот, не узнал еще that is a real blessing to people. вот что-то, что является действительно благословением для человека. And so the effort to maintain relationship with them И то есть in the попытка hopes вот that they will сохранить отношения с ними является надеждой на то, что когда-то они все-таки поменяются. makes sense. On the other С hand, другой стороны, turn over to Hebrews chapter 11. откройте Евреям 11 главу.
Maybe it's 10. Verse 26 in chapter 10. 10 глава, 26 стих. If we go on sinning willfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sin. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. There's a difference between someone who goes on sinning willfully То есть разница между человеком, который добровольно или произвольно грешит. without the knowledge of truth Точнее, грешит, не зная истины. versus someone who came to that knowledge and then goes on willfully sinning. Кроме, против того человека, который знает истину, но при этом тоже произвольно грешит. Break time. Пойдемте на перерыв. Наша